Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего января месяца 2026 года и будем говорить о целом центральном регионе, куда входят 5 крупных областных городов-центров. То есть это город Киев, напомню вам, это город Чер- Черкасы, Черкасы, да, конечно же. Это город, слушайте, Винница, начинаю забывать. Это также город Житомир и город Крапивницкий. То есть это 5 крупных областных городов-центров. Ну и традиционно попробуем с вами разобраться в колебательных процессах длиною в один месяц. То есть будем сравнивать прошедший декабрь 2025 года с январем 2026 года. И, конечно же, в конце видео поговорим о тенденциях, то есть долгосрочные процессы длиною в один год. Период сравнения у нас будет январь 2025 год с январем 2026 года. Что-то вроде бы только начал разговаривать и уже заговариваюсь. Итак, друзья, сделаю в конце видео краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью до конца первого квартала 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю это говорить. Попробуем вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал благодаря статистическим данным компании Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта центральной части Украины или центральный регион, куда входит, как вы видите, 5 крупных областных городов-центров. Ну, давайте начнем с города Житомира, то есть пройдемся сначала по карте, это колебательные процессы длиной в один месяц, внизу подытоживающие данные, к ним уже вернемся. Ну и следующие видео, вернее слайды будут у нас о тенденциях, долгосрочных процессах. Начинаем с города Житомира, друзья. Население, ну, во-первых, период сравнения, помните, да? Я говорил декабрь 2025 год, сравниваем с январем 2026 года. Вот здесь мы видим город Житомир, это легенда карты. Начинаем с населения. Население 266 тысяч. Я предполагаю, друзья, что все-таки с учетом того, что стоимость квадратного метра, в общем-то, росла достаточно серьезно весь 2025 год в городе Житомире, я все-таки предполагаю, что здесь население больше сейчас, чем до войны. Ну, кто в Житомире живет, напишите. Почему? Потому что это одни из таких центральных областных центров, где относительно недешевая, ну, бюджетная аренда, также квартиры не очень в продаже дорогие. То есть эти именно областные центры, которые находятся в центре Украины, более вроде как безопасно, реально пользуются спросом. Итак, я предполагаю, что сейчас население немного больше, чем было до войны. Может, не прав, кто с Житомира смотрит меня, напишите. Количество предложений. 8980 объектов жилой недвижимости – это первичный и вторичный рынок, друзья. Что на 2% меньше, чем это было в декабре месяце. Ну, этому простое объяснение. На протяжении, сколько у нас, ну, месяца точно, да, а может даже больше, выносится энергетическая эта инфраструктура. Люди сидят в городах без света, без воды, без отопления. Естественно, мы мониторим интернет-сайты, и ну, нет электричества в розетке, нет что, правильно, интернета, соответственно, у людей нет возможности выставлять объекты недвижимости на продажу. Естественно, мы эти объекты не видим. Именно с этим связана такая низкая активность по предложениям. Дальше, друзья. Социальное жилье. Это у нас стоимостной показатель. Рост за один месяц 0,91%. Напомню вам, что на протяжении всего 2025 года мы наблюдали рост, причем по всем сегментам. А вот здесь, друзья, внимание, эконом-комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок. Впервые за прошедший 2025 год, начало 2026, видим январь,
впервые это мы увидели снижение незначительное, но все-таки это снижение минус 0,28%. Напомню вам, что это вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес-класс квартиры. Переходя к первичному рынку, здесь, друзья, мы тоже впервые за 12 месяцев видим снижение минус 0,18% за месяц. И первичный рынок квартиры, комфорт, бизнес-класс показали тоже впервые за 12 месяцев снижение минус 0,12%. Вот видите, так интересно, да, с чем связаны данные колебательные процессы, то есть мы видим динамику снижения незначительно. Ну, я также это предполагаю, что это все связано с обстрелами, с тем, что инфраструктура и в том числе энергетическая разрушается, и реально как бы в квартирах жить, особенно если это многоэтажные дома, ну, так себе удовольствие назовем, да. Переходим к городу Киеву, друзья. Город Киев. Население 2950, вернее, 2 миллиона 950, что-то я сегодня заикаюсь, заговариваюсь, да, 2 миллиона 950 тысяч человек. Это довоенное. Потом, друзья, увеличилось это население. Я думаю, что до 3 миллионов 500, даже так. Не побоюсь об этом, так сказать, предположить. Почему я из Киева уехал в ноябре 2025 года. И поверьте, ну, я в Киеве, там последние, я не знаю сколько, 20, чуть больше лет жил, да, то есть я реально видел по все признаки большего количества людей, то есть улицы, общественный транспорт, машины и так далее, то есть мигрантов с других регионов в город Киев приехало очень и очень много. Я думаю, что 3,5 миллиона было, это точно. А вот сейчас, с учетом того, что сказал нам то ли мэр, то ли боксер Кличко, говорит, что уехали порядка 500 000 людей. Ну, то есть, по сути, наверное, вот население сейчас такое, как довоенное. Но опять напишите, да, киевляне меня смотрят, точно знаю. Я предполагаю, что вот это сейчас актуальная цифра, 3 миллиона людей, ну, может, чуть больше, чуть меньше, которые проживают в городе Киеве. Количество предложений, друзья, снизилась очень резко на 7% и составила 65 тысяч объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок. Ну, связано это с тем, что, помните, молодежь почему-то, вот эти зумеры, да, они вот в лесу, говорит, растут деревья. Ну, растут, потому что лес, понятно, что растут. Так вот, электричество в розетке, это тоже вот как деревья в лесу растут. Не знаю, что они там растут, кто их там посадил. То есть я это говорю с долей сарказма, то есть на сегодняшний день настолько население, как оно называется, ну, начиная там с 19-го, я думаю, что как начали систему образования разрушать, все это покатилось под откос. То есть предполагали, что в розетке постоянно должно быть электричество. Поэтому нет электричества, друзья, нет интернета, люди не могут выставить объекты недвижимости для продажи. То есть я практически в этом не сомневаюсь. Именно с этим связано снижение активности по предложениям. Социальное жилье, друзья. Вторичный рынок снижения минус 0,19%. Опять же, кто меня смотрит, это впервые, по-моему, там тоже за 12 месяцев мы увидели первые такие признаки, да, что хотя это колебательный процесс, это ни о чем еще не говорит, но все равно, в общем-то, это уже некий показатель, что-то происходит. Значит, снижение минус 0,19% за месяц. Эконом-комфорт бизнес-класс рост плюс 0,14%. Кто смотрит меня постоянно, в декабре месяце рост, сравнивали мы декабрь с ноябрем, это 2025 год прошедший, рост был чуть ли не процент. А сейчас, видите, такая все-таки затухающая динамика незначительного роста. Дальше, друзья, первичный рынок также видим небольшая динамика роста, плюс 0,24%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс. Также видим не 1%, как это было в декабре месяце роста, а всего лишь 0,31%. Ну и первичный рынок элитный класс, достаточно дорогой сегмент,
и рынка, да, и ну, класс элитный, вы по стоимости видите, почти $3000. Это жилье, которое еще не сдано в эксплуатацию. Здесь снижение минус 0,17% за месяц. Итак, мы видим, что лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это крылатая фраза уважаемого Остапа Ибрагимовича Бендера. Вы помните ее хорошо. Мы видим, что город Житомир показал незначительную динамику снижения впервые за 12 месяцев прошедших. Город Киев, начинаем видеть, что тоже где-то появляется снижение стоимости квадратного метра. Ну и, конечно же, переходим к городу Черкассы. Крупный областной город-центр. Население 279 тысяч. Друзья, я предполагаю, что здесь население стало чуть больше, вот как в городе Житомире, так и в городе Черкассы. Потому что миграционные потоки, еще раз повторюсь, относительно недорогая аренда, ну и в продаже недвижимости достаточно бюджетно, не сравнишь с городом Киевом. Напишите, черкащане, кто живет, насколько, так сказать, по вашим ощущениям, людей больше до войны сейчас ходит по улицам города Черкас или меньше. Количество предложений: 9000 объектов жилой недвижимости, что снизилось на 1,6% по сравнению с декабрем 2025 года. Но опять же, это электричества нет. Понятно, что люди просто не имеют такой возможности выставлять недвижимость для продажи в интернет. Но я только с этим это связываю. Социальное жилье, друзья. Здесь мы продолжаем видеть весь 2025 год. Мы видели динамику роста. И тут она сохраняется, плюс 0,84%, почти под процент за один месяц рост. Вторичный рынок, социальное жилье. Вторичный рынок квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс показали ничего себе за месяц, рост плюс 1,38%. Переходя к первичному рынку, здесь мы видим, что динамика роста вообще сумасшедшая. Квартиры эконом-класс подорожали на 2,46% за месяц. То есть совсем, подумайте только, да, за один месяц. А если предположим, что с такой динамикой будет это все дорожать 12 месяцев, ну, несложно, да, умножить на 12, и вы увидите, какая цифра. Ну, реально этого не будет, я понимаю это. Но вот данный месяц, январь, ознаменовался тем, что первичный рынок показал класс эконом вот такую динамику роста. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 1,33%. Итак, друзья, город Черкассы продолжает стабильно показывать нам динамику роста по всем сегментам и по всем классам рынка недвижимости, в отличие от Киева и от Житомира. Переходим к городу Крапивницкому, друзья. Население 226 тысяч. Я думаю, что, наверное, оно сохранилось такое же, может, чуть меньше. Потому что все-таки Крапивницкий, он такой наиболее приближенный к восточной части Украины. Здесь бюджетное, хотя жилье, но население, я думаю, что здесь уменьшилось. Да, военное 226. Кто живет в Крапивницком, напишите. Количество предложений снизилось на 3,9%, сравнивая, естественно, январь месяц 2026 года с декабрем 2025 года. В целом это 7400 объектов жилой недвижимости попали, так сказать, в выборку. Ну, это вполне себе такая репрезентативная выборка. Это, напомню вам, первичный и вторичный рынок. Социальное жилье подорожало на 0,95%, видим, да. Эконом-комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок, подорожал на 1,61%. Первичный рынок эконом-класс подорожало на 2,08%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 1,52%. Ну то есть динамика роста в целом по городу Крапивницкой положительная. Весь 2025 год мы видели положительную динамику. 2026 год продолжается также положительная динамика роста. Это город Крапивницкий, город Черкассы, а вот город Киев и город Житомир уже начинают показывать первые признаки меняющихся трендов на рынке жилой недвижимости. Я это пока только предполагаю.
Ну и город Винница, это вот смотрите, прямо в самом центре находится город, самое такое, ну, безопасное с точки зрения, да, удаленности от фронта город, областной центр. Видим, что население 370 тысяч. Я думаю, что чуть больше сейчас, потому что все-таки наверняка сюда приехало достаточно много. У меня даже друзья с Харькова знаю, что живут в Виннице. Итак, количество предложений снизилось, как по всем четырем городам, на 4,3%, что составило 11 тысяч 10 объектов жилой недвижимости. Напомню вам, это первичный, вторичный рынок. Социальное жилье подорожало плюс 0,92% за месяц. Эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подорожал на 0,65%. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 1,01%. И первичный рынок комфорт бизнес-класс также показал динамику роста плюс 1,20%. Итак, друзья, город Винница, как и город Черкассы, как и город Крапивницкий, продолжает показывать нам динамику роста на протяжении уже больше 12 месяцев по всем сегментам рынка недвижимости и по всем классам. Давайте подведем итоги. Внизу такая экселевские данные, табличка такая, да, давайте очень быстро пройдемся. Видим, что город Киев 1060, это на примере социального жилья я взял самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Сравниваем, естественно, январь 2026 год с декабрем 2025 года. Итак, город Киев 1061 доллар за квадратный метр, снижение впервые за 12 месяцев 0,19%. Город Винница 659 долларов за квадратный метр, рост за месяц плюс 0,92%. Город Житомир 556 долларов за квадратный метр, рост плюс 0,91% за месяц. Город Черкассы 597 долларов за квадратный метр, рост 0,84% за месяц. Ну и город Крапивницкий, это 531 доллар за квадратный метр, рост плюс 0,95%. Итак, колебательные процессы нам говорят о том, что в среднее арифметическое число 681 по региону, как оно считается, вы знаете, что показало нам незначительную динамику роста в процентах 0,56%. И, естественно, индекс положительная единичка, запятая 0,06. Друзья, следующий слайд, и говорим здесь уже о тенденциях длиною в 1 год. Вверху осталась та же самая таблица, чтобы вы могли ориентироваться. Вернее, карта, данные это колебательные процессы длиной в 1 месяц. А вот уже вот эта табличка внизу, здесь мы будем говорить о том, что произошло за год. Итак, сравнивая январь 2026 года с январем 2025 года, что, друзья, мы видим? Город Киев, 1000, ну это на примере опять социального жилья. 1061 доллар за квадратный метр, в годовом измерении рост плюс 2,51%. Друзья, не 10, 15, 20, где-то я там, ну, у кого-то там видел, да, недавно смотрел видео, там какой-то эксперт, в общем, какие-то фантастические цифры рисует. Друзья, ну, если бы так себя вел рынок недвижимости, поверьте бы, сейчас банки бы наперебой кредитовали бы и ипотеку, все что угодно. Почему? Потому что такая доходность, она, ну, помните фильм «А вам и не снилось», при Советском Союзе был такой фильм, ну, про детей подросткового возраста. Так вот эти, я так понимаю, эксперты, они находятся в этом подростковом возрасте, и очень сложно у них там в голове эти цифры складываются. Видим, что на 2,51%, это все в долларах, подорожала недвижимость, друзья. Индекс положительный, единичка, запятая 0,25. Город Винница 659 долларов за квадратный метр, рост в годовом измерении
почти 6%, видим 5,95%. Индекс положительный, единичка 0,59. Город Житомир, $556 за квадратный метр. Видим, что рост в годовом измерении 3,54%. Индекс положительный, единичка 0,35. Ну и Черкасы, видим, что $597 за квадратный метр, рост 7,37% за год, друзья. Индекс положительный, единичка, запятая, 0,74. Город Крапивницкий, видим, что рост почти 6%, 5,99%, и индекс положительный, единичка, 0,60. Ну, если вот сделать такую ранжировку, видим, что по росту стоимости на первом месте, ну, именно в процентном соотношении, больше всего в городе Черкассы выросла стоимость квадратного метра. Дальше на втором месте город Крапивницкий также показал динамику роста почти 6%. За ним следует город Винница, рост плюс 5,95%. Ну и город Житомир, видим, что это у нас всего лишь на четвертом месте, 3,54%. И аутсайдером, то есть, ну, понятно, что город Киев, самое дорогое жилье, понятно, что оно меньше всего и подорожало в данном случае за год. Подводя итоги, мы, красная вот здесь черта или шрифт, видим, что сравнивая среднеарифметическое число в целом по региону, это $681 за квадратный метр, это январь 2026 год. Январь 2025 год это $650 за квадратный метр. Видим, что рост 4,71% за год, друзья. И индекс положительный, единичка 0,47. Итак, друзья, давайте немного саморекламы. Я расскажу вам, что такое индекс. Индекс, вот это, видите, единичка в данном случае на примере, что по региону произошло. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости, в данном случае социального жилья, во времени стоимости квадратного метра. Считается он очень просто, если есть у вас статистические данные. На примере показываю 681, делим на 650, получаем или же рост вот этот 4,71%, или положительный индекс единичка, запятая 0,47. Друзья, я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется, друзья, что совершенно верно, стоимость недвижимости также во времени. Вот эта синергия наших знаний, друзья, поможет и вам развивать ваш сложный бизнес, и мне также заниматься наукой, и компания Limb Consulting, в общем-то, дальше развиваться. Да? Поэтому для того, чтобы меня найти, в описании YouTube канала есть мой Viber телефончик. Можем созвониться, можем списаться, составим техническое задание для своих контрагентов. Мы делаем раз в квартал такие исследования. И вся недвижимость, которая находится в кредитном портфеле вашего банка, вы будете видеть процессы, которые происходят. Или снижение, или же рост стоимости квадратного метра, напомню вам, по всему портфелю недвижимости. Это и коммерческая недвижимость, складские помещения, и может быть торговая, может быть административное здание. То есть по всему рынку недвижимости данная информация есть, и мы делаем подобные работы для ваших коллег. В общем, наверное, достаточно ну, понятно объяснил. Пишите, друзья. Я думаю, что эта информация архиважна для вас. Ну, продолжаем наш разговор о рынке недвижимости и будем говорить уже о прогнозах. Запомнили, что 4,71% в целом по региону выросло за год. Давайте я закрою, наверное, показ слайдов уже и будем говорить о прогнозах. Ну, в прогнозах, друзья, я традиционно, еще раз напомню, применяю метод многофакторного анализа, то есть я смотрю макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие
экономики региона в целом. Это называется внутренний валовый региональный продукт Черкасской области отдельно, отдельно есть и Житомирской области. Все это в открытом доступе можно посмотреть. И вот, учитывая, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, то процессы, которые мы будем наблюдать, они, в общем-то, очень сильно напоминают то, что происходит в целом с макроэкономическими показателями, которые показывают развитие экономики того или иного региона. Я предполагаю, что вот, как я уже говорил, город Житомир показал первые признаки того, что-то происходит с недвижимостью. Мы увидели снижение там в нескольких классах и сегментах. Город Киев также показал незначительное снижение. Я предполагаю, что наверное, 0,5% мы будем видеть где-то по проценту снижения. Это город Киев, Житомир в течение февраля месяца и в течение марта месяца. А вот города, которые у нас, помните, Черкасы, Крапивницкий, и что там еще, чуть не сказал, Полтава, не Полтава, а Винница. Там будет продолжаться динамика роста, но с затухающей вот этой, помните, 1%, на следующий месяц мы уже в январе увидели, сколько там, по-моему, 0,30%. То есть вот эта затухающая динамика роста, она будет присутствовать в этих трех крупных областных городах-центрах. Еще раз напоминаю и повторюсь, город Киев будет показывать динамику снижения, город Житомир также будет показывать динамику снижения, а по факту в трех областных центрах, это город Черкасы, город Крапивницкий и город Винница, будет продолжаться затухающая, но все-таки динамика роста. Но время, друзья, пройдет быстро. В целом мы в марте месяце должны будем увидеть где-то порядка рост плюс, с учетом того, что я очень подробно вам объяснил. Сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, мы будем видеть рост всего лишь где-то плюс, там может быть 3% в годовом измерении. Сейчас у нас 4, чуть больше процента, сравнивая январь 2026 года с январем 2025 года. Ну, посмотрим, друзья. В любом случае, что-то происходит с рынком недвижимости. Это очевидно. На это повлияло. Вот сейчас видите за моей спиной город Киев. Такая красивая картинка. Она мне очень нравится. Ностальгирую. Когда он был весь в огнях. Да? Сейчас это совершенно другая картина, друзья. То есть жить в городе миллионнике, в каменных джунглях, это, ну, такое себе удовольствие. Очень даже себе невесело. Именно поэтому и аренда начинает сыпаться. То есть реально уже сколько раз слышал интервью людей там где-то, говорит, за 20 тысяч снимаем, ну, беженцы с восточной части Украины. В городе Киеве, говорит, за 20 тысяч снимаем жилье себе. Но, говорит, прикол в чем, говорит, практически каждую ночь ночуем в метро. Да еще домой приходим не помыться, в общем, не приготовить еду, потому что электричество, у многих электрические плиты. То есть аренда начала тоже сыпаться, то есть снижаться стоимость аренды. Итак, друзья, еще раз повторяюсь, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Пишите вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь и уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.